Всем привет! Вышло обновление от миграционной службы Ирландии. Выпустили они специальную страничку для работодателей, для тех, кому еще не пришли новые продленные ARP-карты, чтобы те, кто работает в Ирландии, то есть украинские беженцы, если их работодатель будет как-то пытаться их напрячь, спрашивать их статус, продлили вы тут на законных основаниях, то теперь вы можете посылать, то есть давать ссылку своему работодателю. Я прикреплю внизу в комментариях ссылку на эту информацию. Тут будут скриншоты появляться с этой страницы, переведенные, чтобы вы понимали, о чем я говорю. То есть теперь официально, если вашу заявку приняли, но пока вам ничего еще не выслали, ни ARP-карту новую, продленную, ни желтый лист, то если ваша заявка одобрена, то вы можете спокойно показывать вот этот email своему работодателю, раз, и два, ссылочку на вот эту вот информацию, то есть на вот эту вот страницу, на вот это вот обновление от миграционной службы. Но есть одно но. Смотрите, не путайте email, тот, который просто о том, что вашу заявку просто приняли. Вот здесь будет пример. То есть это когда вы берете форму, заполняете и нажимаете «Отправить». И вам буквально сразу через минуту приходит подтверждение, что мы вашу просто заявку приняли. И в течение 10-15 дней мы вам ответим. То есть это обратно же формулировка этих дней абсолютно могут обрабатывать и месяц, и два, как мы понимаем. И вот этот первый email, когда вы на вот этом сайте форму заполнили, он еще не говорит о том, что вам ваша заявка одобрена, что с вашими документами все в порядке. А вот этот вот email, второй я вам показываю ссылочку, вот он говорит о том, что ваши документы в порядке и что теперь вы находитесь в Ирландии на легальных основаниях, и что ваша защита продлена, видите, там прям написано, до 4 марта 2026 года. Вот этот email говорит о том, что просто у них завал просто в подаче, много людей подалось, и они не могут теперь просто даже физически выпустить столько карт одновременно, столько этих желтых листов, и все будет протекать медленнее, чем хотелось бы. И вот в этом втором имейле написано, что тоже в течение 10-15 дней вам пришлют новую ARP-карту и желтый лист. Но, как говорит практика, у меня есть продленная ARP-карта, но желтый лист я жду до сих пор. А сегодня у нас, если что, уже почти конец марта 2025 года. Так что имейте в виду, что именно вот этот вот email с подтверждением того, что с вашими документами все в порядке, и что вы находитесь здесь в легальном поле, и что ваши документы уже просто в пути, то есть просто вам нужно подождать. А первый email, он ни о чем не говорит, он просто говорит о том, что вы просто подали заявку. Но что с ней? Может, вам могут отказ, уточнение данных. То есть первый email, который вам приходит, он ни о чем не говорит. Это просто мы вас видим, мы приняли, вы молодец. А вот второй уже говорит о том, что вы супер молодец, вы все сделали правильно, с вашими документами все в порядке, и вы можете в Ирландии еще находиться до 4 марта 2025 года. И вот этот email вы можете показывать своему работодателю, и он не имеет права вас не уволить, не как-то пытаться на вас давить, потому что у вас с документами все в порядке, просто вы ждете своих документов. Они, как говорится, в пути, они скоро будут, и вы в ближайшем будущем предоставите ему эту новую продленную ARP-карту. Видите, даже уже миграционная служба понимает, что на нее большое давление, и она выпустила вот такой вот апдейт, отдельную страничку специально по украинским беженцам, по Temporary Protection, потому что тому, кому пришел вот этот email, вы можете его везде, в любой структуре показывать, и он говорит о том, что с вашими документами все в порядке, и не нужно, как говорится, кипиш поднимать. Если у вас есть вот этот вот email, значит с вами все хорошо. Вот такие вот обновления. Так что не теряйтесь, не бойтесь доказывать свою правоту. У меня такой email есть, я вам свой лично показываю, вы его видите, и я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, что первый email, он как бы просто о том, что вы просто подали заявку
на продление, а второй же mail говорит о том, что все в порядке, просто они физически не могут такой объем данных, такой объем карточек, да, в один момент вот так вот обновить. Но обратно же немножко был их косяк, нужно было просто начинать это все мероприятие раньше, на месяца 2 до конца временной защиты. То есть, если бы они начали все раньше, то, конечно же, все бы быстрее и не было, я думаю, бы таких вот претензий, потому что многие работодатели требуют новую, да, продленную RP-карту, то есть им нужно знать, в легальном ли ты поле у него работаешь, либо к нему придет какая-то проверка и просто ему сделают атата, штрафы и так далее. Ему, я думаю, такой цирк не нужен, потому что в любой момент он может взять поляка, литовца и так далее, любого человека, который из страны Евросоюза. Так что нам тут сложнее, нам нужно реально бороться и держаться за свои рабочие места. Всегда на связи, держу в курсе.